Hello, we're Всем добрый вечер. ready to go again. Ну, вы готовы продолжать? Brought a few pictures for people who weren't here the first night. Ну, некоторые фотографии для тех, кто сегодня впервые. Maybe they all left, I don't know. Может, они ушли. So you'll have to suffer through this, and if that's the case. Но опять вам придется пострадать. The beautiful Посмотрите повтор. This beautiful picture of Saturn was taken when the sun is right Помните, да, behind. эту интересную фотографию, сделанную Сатурном, да? Солнце с другой стороны его. And it got a fantastic picture of the planet. И And также есть фантастическая фотография с Земли маленькой. the sun let us see more of the rings that just glow with the light from behind the sun. Видите, как кольца у Сатурна подсвечены Солнцем, которое сзади находится. And there's Earth from 1 billion miles away. Земля на расстоянии миллиард миль от нее. And Ellen White talks about this in one of her statements. Эллен Уайт об этом говорила в некоторых своих цитатах. Если бы человек мог заглянуть за пределы своей видимости, если бы он взглянул на вечные моменты, то каждые уста перестали бы говорить такие вещи невежливые по отношению к Богу. Человек, живущий на этом маленьком атоме Вселенной, и, значит, Бог, который бесчисленные миры, которые поклоняются Ему и подчиняются Его законам. And she says this Earth is like a little atom. It's not an Здесь atom, сказано, it's что a little Земля, atom. она похожа на этот маленький атом во Вселенной. And another place she says, in this speck of a world, the whole heavenly universe В другом месте написано, это маленькая точечка в мире manifests the по greatest сравнению interest. с целой Вселенной. Это очень интересно. Christ has paid an infinite price for the souls of its За эту inhabitants. маленькую точечку Христос заплатил невероятную цену. And so if Saturn was placed where our Earth is, that's what Saturn would look like. Представьте, если бы вместо нашей Луны был Сатурн, вот так бы это выглядело. Can you imagine a sunrise or sunset rippling through those giant rings? Можете себе представить, как солнце вставало бы и заходило через вот эти вот кольца красиво. The Bible says, eye has not seen, ear has not heard, Библия говорит, что глаз того не видел и ухо не слышало. hasn't even entered into the heart of man the things which God had prepared for Что them that Бог love Him. приготовил любящим Его. And so they show us now if Jupiter was placed Это тоже where монтаж. Что было бы, если бы Юпитер был на месте нашей Луны? our moon is, that's what Jupiter would look like. Вот так бы выглядел Юпитер. And this is a cluster of stars, the Omega star Это cluster. скопление звезд, омега-кластер. It's about 10 million stars, and Около 10 миллионов звезд в этом the скоплении. Hubble zoomed in И on вот this. Хаббл, он приблизил их, что увидел. How many people did not see this video before? Кто из вас не видел это видео раньше? Okay, we've got a third. Okay, we better show them the video. Can you find the video from this morning? No, you should play this. Okay, but I can't plug in. Can I don't have it. Was this? Oh, I can. Okay. Okay, you hold the microphone. I'll get this going. Сейчас мы покажем вам видео. Okay, the Hubble's going to zoom in on this cluster of stars, Хаббл приблизил вот это скопление звезд. and it's going to switch to the color camera. И также они потом переключились на цветную камеру, она у них позже появилась. This camera costs Americans $125 million of tax money. 125 миллионов долларов ушло налогов американцев, чтобы поставить на Хаббл цветную камеру. And now you're going to see how the stars are going to move over the next 10,000 years. И вот здесь мы сейчас будем видеть, как они рассчитали, как звезды будут двигаться в течение 10 тысяч лет. And you don't see any stars crashing into each other. И мы видим, что никто из них не взрезается друг в друга. And these stars are moving through space at 50,000 miles every hour. 50 тысяч миль каждый час. Вот с такой скоростью примерно они двигаются. So when I say miles, just figure kilometers are going to be 30% more. Maybe Но that's the- когда мы говорим о километрах, это значит, что на 30% больше. Now here's how our sun is going around the galaxy. Our А sun is это макет того, как наше Солнце идет по нашей галактике. going around the galaxy, taking the planets with И it. с собой оно ведет планеты. Our sun is moving 45,000 miles an hour 44 тысячи миль в час оно двигается с такой скоростью through space, по космосу. taking the planets with it. И с собой оно берет свои планеты.
And it's amazing to Это see удивительно это what's видеть. going on, but there's a lot more amazing Но things на going самом on. деле гораздо более удивительные вещи происходят, чем здесь мы видим. So now, what is happening actually На самом деле, что происходит? when our sun goes around? When the planets go around the sun, they actually move the sun. For instance, Jupiter. Imagine this ball is Jupiter. Okay. Представьте себе, что вот этот шарик — это Юпитер, My hand is the sun. и моя рука — это Солнце. So Jupiter's going around the sun. Jupiter is going. You see my hand И wobble. вот смотрите, как моя рука начинает раскачиваться, когда Юпитер вокруг нее Jupiter pulls on the крутится. sun, and the sun Юпитер, wobbles. он как бы толкает Солнце, и оно начинает It wobbles 500,000 miles off center. крутиться, и до 500 000 миль оно отклоняется от своей дистанции. So when you saw our sun going in that illustration, it's not doing this at all. Поэтому, как в этой иллюстрации вы видели, Солнце как бы ровно так идет, оно не так идет на самом деле. Our sun is wobbling every 10 Оно years раскачивается каждые 10 лет. Это путь обращения Юпитера вокруг because Солнца. Jupiter goes around every 10 years. Потому что Юпитер вокруг него ходит каждые 10 лет. So it's going to move 500,000 miles every 10 На 10 years. 500 000 миль оно отклоняется в If своем you're, движении. if you're looking in space and Jupiter's going around this way, Вот okay? примерно так в космосе бы вы это If it видели. was going around this way, you wouldn't, well, Jupiter. Юпитер. So if it's going around like this, you wouldn't see. Oh, that's not a smart idea. But if you could see our sun going through space, you would see it wobbling 500,000 Когда вы бы miles. наблюдали за нашим Солнцем, Just как like you оно... fathers, when your little babies are little, you swing them around a circle. When they're teenagers, they start to swing you. Солнце раскачивается этими планетами, которые вокруг него двигаются. Так же, как отец, когда он качает своего маленького сына, он его раскачивает. Но когда он становится подростком, уже подросток раскачивает своего отца. And so when Jupiter and Saturn go around the sun, it moves at 1,000,000 miles. Поэтому, когда Юпитер вокруг Солнца крутится, он тяжелый, он раскачивает Солнце. And so if you saw our sun going through space, you would see a sine wave every 10 years. И вы Jupiter бы goes around. могли наблюдать вот эту волну, которая раскачивает Солнце каждые 10 лет, на 500 000 миль. And Saturn is going to raise that every 29 years. А Сатурн каждые... Every 29 years, Saturn is 29 лет Сатурн обращается вокруг We're gonna have a Солнца, sine wave и on он a еще sine его wave. раскачивает в другую сторону. And then as Jupiter's pulling the sun, Mercury is going to go around every А еще 88 и days. Меркурий каждые 88 дней вот так его раскачивает And на своей волне. Mercury's going to move the sun, and Venus is every 252 days. И Венера каждые 250 дней раскачивает It's going to Солнце. have a bigger Это sine wave. большие такие волны. And Earth is going to have a sine wave because И it's going to еще и move the Земля ее Earth. раскачивает, потому что 365 дней она крутится вокруг The Солнца. Earth moves the sun about 300 miles every На time. 3000 миль она Earth его goes тоже around. отклоняет от So его. we got sine wave upon sine И мы wave. видим волна на волне, вот I've такое heard people движение. say our sun has 30 motions. What? Our sun has 30 different. И Bubbles считается, что примерно 30 различных вот этих сил действуют на движение Солнца. Now, what blows me away, when you have three bodies like Jupiter, Saturn, and the sun, they're all Что different. меня поражает, так это когда у вас есть 3 небесных тела, таких как Юпитер, They're- Сатурн и Солнце. They're all different masses. Они имеют различную массу. And when you have three bodies that are different masses, nobody can write a formula for the center of rotation of three. То до сих пор на Земле никто не придумал формулу вот этого движения 3 тел, где у него у этого движения центр есть. Even Albert Einstein cannot write a formula for three bodies that are. Даже Альберт Эйнштейн не написал формулу движения всего лишь 3 тел. You can go to Wikipedia, three-body problem. Зайдите в Википедию и проверьте, проблема движения 3 тел называется. Nobody since Isaac Newton, even Со Albert Einstein времени cannot write Исаака a Ньютона, formula. даже Альберт Эйнштейн, никто не может придумать эту формулу движения 3 тел. The professors from the university tell me we can work on it, we can get close. The longer we work, the closer we get. А профессор рассказал мне, что чем дольше мы над этим работаем, чем ближе мы подходим к этому вопросу, We can simulate it on a computer, мы можем немножечко это симулировать, это движение на компьютере. but nobody has ever been able to write a formula Но for the никто center никогда не мог найти формулу этого центра, этого движения 3 тел. of three different bodies. Всего лишь 3 тела разной массы. And what made me cry when I was attending this Что у меня lecture слезы on вызывает во gravity, время лекций по гравитации. I've been showing audiences these stars going. Я показываю, как все эти звезды двигаются. Albert Einstein can't write a formula for three. We got Альберт 100 Эйнштейн billion. даже не мог 3 They're all написать moving. формулу для 3 тел, которые 100 двигаются. billion, they're all А тут moving. миллиарды двигаются.
God's got it all figured out, and we А can't write a Бог formula все for за three. этим наблюдает, и Он все это решает, а мы даже с 3 справиться не можем. It's an interesting statement that talking about heaven, the new earth, talking about the things Jesus said, I go to prepare mansions for you. Интересно, есть высказывание о нашем небесном доме. Написано, что когда Иисус сказал, я иду приготовить вам место. And she says, let all that is beautiful in our earthly home remind us of the crystal river and green fields. Эллен Уайт пишет, пусть вся красота нашего земного дома напоминает нам кристальную реку и зеленые поля, и прекрасные деревья, и живые фонтаны, и сияющий город нашего небесного дома. Красота этого мира, которую ни один художник не может запечатлеть, и ни один смертный язык не может описать. Is it easier to translate if I read it? If you're trying to read it, I think you probably. In the next picture, you see that world of beauty which no artist can picture and no mortal tongue can describe. Там сказано, та красота, которую ни один художник не может запечатлеть на картине, и ни один смертный язык не может описать. So as I read that statement where she said, let everything that's beautiful remind us of the heavenly home, I put a bunch of pictures together. И я решила вот некоторые картины взять с нашей земли, чтобы мы вспомнили, какая красота там есть. This is where I live in Colorado. Это озеро в Колорадо. It's called Maroon Bells. Jesus said, in my Father's house are many mansions. Иисус сказал, в доме моего отца много мест. Could you live in one like that? Хотите вы в таком жить доме? And Ellen White says, let your imagination picture the home of the saved. Эллен Уайт пишет, пусть наше воображение нарисует нам дом спасенных. She doesn't use the word imagination very much. Она не часто использует слово воображение. She says, let your imagination picture the home of the saved and remember that it will be more glorious than your brightest imagination can portray. Она пишет, вы представьте себе, что будет, и то, что будет на самом деле, это намного больше всего того, что вы можете себе представить. So there's another beautiful picture in Вот Turkey. еще красивые картины Турции. And again, and this is in the book Heaven on Heaven. She says, let your imagination picture the home of the saved and remember that it will be more glorious than your brightest Пусть ваше imagination. воображение нарисует вам дом спасенных, и помните, что это будет гораздо более славное и яркое место, чем ваше воображение может нарисовать. It's Это a picture Вьетнам. from Vietnam. It's a picture from Vietnam. Это Вьетнам тоже. And many beautiful pictures. This is Lake Louise in Canada. Это озеро Луиза в Канаде. My wife and I honeymooned. We had our honeymoon on Lake У Louise. нас там был медовый месяц с женой. And this is in Tokyo. This is Это Mount Токио. Fuji in Japan. Какой-то вулкан в Японии. Фуджи, спасибо. Fuji. And a beautiful lake scene, the shadows of the trees. Прекрасное озеро с отражением Another beautiful mountain scene. леса. И This другие is- леса. Waterfalls in Croatia. Это водопады в Хорватии. Let everything that's beautiful on earth remind you of the heavenly Посмотрите home. на всю эту красоту на земле, и пусть она напомнит вам о красоте неба. Again, a beautiful reflection on the lake. How about a tree house? Как насчет домов на деревьях? Tree houses are very popular nowadays. Did you know that? Сегодня, вы знаете, очень популярны There's дома hot- на деревьях. There's hotel, treehouse hotel you can rent around Есть the world. даже, вы можете арендовать такие отели на деревьях целые. Why not a treehouse? А почему бы у нас на gonna небе build не был бы houses. дом на деревьях? You're going to build houses and inhabit them. Мы, написано, будем строить дома, чтобы жить в них. You may have three. Jesus said, in my Father's houses are many mansions. Получается, у нас где-то 3 дома, потому что Иисус сказал, в доме отца моего места много. He said, I go to prepare a place for you. Я иду приготовить место вам. And he said, you're going to build houses and И еще он inhabit говорит, them. мы будем строить дома и жить в них. Now, heaven is not commercial. You're not going to build and another inhabit. Ну, знаете, на небе нет коммерции, вы не будете строить, чтобы кто-то продавать кому-то их. You're not going to plant and another eat. И не будет такого, что вы сажаете, а кто-то другой ест. And the kids would like something like this, I'm sure. Я думаю, детям бы такое понравилось. And you design your house if you need some help. Если вам нужна Jesus помощь could help you design it. в дизайне вашего дома, я думаю, Иисус вам поможет с Could you live in дизайном. that one? Может быть, в таком Remember, будем she's жить. beyond anything you can Вы imagine. просто представьте, это за пределами всего того, что мы можем себе Let your вообразить. imagination go wild. Пусть ваше воображение сейчас заработает. And many styles of tree houses that Очень we много see. разных стилей этих домиков на деревьях. Here's one with a view.
Вот такой вид, представьте какой. Here's a poor person's tree А house. это вот для бедных домик на дереве. Ellen tells me that you don't think there's any poor people in America. Ну, Лена мне сказала, что русские не верят, что в Америке есть бедные люди. There are plenty of poor people На in самом деле America. много бедных людей в Америке. We have people that live on the street by У my нас есть building. люди, которые живут прямо на улице. There's a park where our building is. There's a big park. Рядом с нашим зданием есть большой парк. And then there's a 7-Eleven store. I don't know if you have 7-Eleven. It's a little grocery store on the other side of our building. A little store, a grocery store. И у нас есть там небольшой магазин. And they sleep under the trees. People sleep, poor И people sleep under люди the спят trees. прямо на деревьях. And they can, under the trees. Под деревьями. And the city tries to chase them out. И городские власти пытаются их оттуда выселить как-то. And so the police will come and cut the trees so you can see them, because when the branches are low, you can't see them. И полиция приходит и срезает деревья, потому что когда ветви длинные, такие густые, они там прячутся. And they come to my door and say, do you have some money? И они приходят иногда ко мне, в дверь стучат и говорят, у вас есть деньги. And I always say, are you hungry? И я спрашиваю, вы голодные? Nobody in America should be hungry. Никто в Америке не должен быть голодным. And I keep soup in a can in my, И я достаю building. суп какой-то из... and we'll heat up a can of chili soup and give them some toast and a glass of Ну, даю им juice or там something. бутерброды, что-то поесть. And sometimes I get them to sweep my parking lot or pull the weeds and hire them, give them money. Иногда я But нанимаю их, даю им какую-то небольшую работу, чтобы потом they must заплатить work. им денег. Но они должны еще работать. and sometimes you see a very sad situation with a Иногда mother, вы видите грустную очень ситуацию с mother and a мамой baby. и ребенком. and there is a center there where they go can get surplus food for И free. есть такие центры, где они могут приходить и получать еду бесплатно. And sometimes I see them going by our building, and I will go out sometimes and give them money because I see a mother and a child. Иногда я даю им And, деньги, потому что вижу маму и they're very детей. hungry. Это очень... So yes, there are Они poor people голодные. in America. Поэтому есть, да, много бедных людей там. And there's another tree house. Есть еще вот такие деревья. Now, a pastor one time said to me, not an Однажды мне Adventist пастор pastor, сказал, a pastor said heaven's kind of spiritual. ну, небо это что-то такое духовное, он сказал. Heaven's kind of spiritual. Это I просто thought, духовная метафора какая-то. what is that? I called him recently. Я вскоре ему позвонил. He's in Seattle, and I called him and I said, you said heaven was kind of spiritual. Talk to me. Вы сказали, что небо это что-то духовное. Объясните Explain мне. that to me. Объясните это мне. And he couldn't explain it. И он не мог объяснить. In fact, he said, I forgot that I told you that. I said, no, I remember that very well. А он говорит, да я уже забыл, что я тебе сказала. Я говорю, а я запомнил. But it's interesting because Ellen White talks about that very Интересно, что thing. Эллен Уайт об этом очень ясно говорит. She says, a fear of making the future inhabitants seem too material. Значит, она пишет, что страх, который касается будущего, люди боятся себе это представить, поэтому они думают, что это слишком материальное что-то, и они боятся этого. И поэтому они как бы делают это чем-то духовным. So don't И be, пытаются, чтобы мы смотрели на небо как на что-то духовное, они боятся быть слишком материальными. so we shouldn't be afraid of thinking of material things in Поэтому heaven. нам не нужно бояться, чтобы материально мыслить о том, что ждет нас в будущем. Because some people try to make it spiritual. Из-за этого многие люди думают, что небо But это it's что-то real. такое нереальное, но это You're реально. going to plant and eat. Мы будем сажать, и мы будем есть. You're going to build and inhabit. Мы будем строить и жить в этом. You're going to long enjoy the works of your hands. Мы будем долго наслаждаться изделием рук своих. The Bible says God has put eternity in our heart. Бог, написано, поместил вечность в наши сердца. And so she goes on to say, Christ assured his disciples he went to prepare mansions for them in his Father's house. Иисус уверил своих учеников, что Он пошел, чтобы приготовить место для них в доме своего Отца. Those who accept the teachings of God's word will not be wholly ignorant concerning the heavenly abode. Те, кто принимает учение Божьего Слова, они не будут игнорировать, что означает это небесное место. And yet eye has not seen nor ear heard, neither hath entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love him. Не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его.
So we see all types of tree houses. Do you know something? You're going to have tree houses in heaven. I want to show you something Ellen White saw. Очень много разных видов таких домиков мы видим. Давайте посмотрим, что Эллен Уайт пишет. And Satan has worked continually to eclipse the glories of the future world. Написано, сатана постоянно работает над тем, чтобы затмить славу будущего небесного мира. He has, and to attract the whole attention of things of this life. Он пытается приковать все внимание к вещам, касающимся этой жизни. He has striven to so arrange matters that our thoughts, our anxieties, our labor. Он борется за то, чтобы мы материальным думали, наши мысли были заняты, наше время, наши силы полностью посвящены временным вещам. Okay, did you finish it? Okay. И нам не нужно смотреть и осознавать ценность вечных реальностей. То есть вот этим занят сатана. The world and its cares have too large a place, while Jesus and the heavenly things have altogether too small a share in our thoughts, our affections. Мир занимает слишком большое место, в то время как Иисус и небесные вещи занимают слишком мало места в наших мыслях. So we see many tree houses. You like this one? Could you handle that one? Нравится вам такой дом? Хотели бы вы в нем жить? You know what Jesus said? I saw the most beautiful houses that had the appearance of silver. Does that look like silver? Эллен Уайт пишет, я видела одни из самых прекрасных домов, и такое оказалось, что они покрыты серебром. Supported by 4 pillars, which were set with pearls, most glorious to behold, which were the inhabitants of the saints. Основаны они были на жемчужинах, которые были настолько славными, Folks, и они были населены святыми. I think a house that's built on pillars is a tree house. Я думаю, может быть, те дома, которые основаны на жемчужинах, может быть, это те, которые построены и на деревьях. And she says that we have a title deed. We have his promise. We hold the title deed to real estate in the kingdom of glory. The title deed, that's a piece of paper. It says, this is your house. Ага, у нас написано, что мы можем быть уверены, потому что документально подтверждено, что у нас есть имущество в небесном царстве славы. In my Father's house are many mansions. Написано, в доме отца моего обителей много. And here's another one. Еще один дом. This probably is not real. Нет, это, наверное, нет. But the last one is. I Но see последний, да, я вижу этот дом, когда на работу езжу. this one I drive by every day. Каждый день мимо него This is in проезжаю. Colorado on top of В a mountain Колорадо by на верхушке горы. Interstate 70. I see it every day. Каждый день вижу его. And that's real. This one is А just это, an наверное, illustration. просто иллюстрация. I saw the most beautiful houses that had the appearance of silver, supported by pillars set with pearls, most glorious to behold, which were the inhabitants of the saints. Она пишет, я видела прекраснейшие здания, которые похожи были на серебро и основаны были на жемчужинах, и в них жили святые. So she saw what looks to me like tree houses. Ну, по мне, так это очень похоже на домики на дереве. And you'll notice tree houses are supported on pillars. Pillars, beams. Потому что домики на дереве, они тоже на сваях таких находятся. These would be pillars. На основаниях, на столбах. And so, I think we have no idea what's ahead for us when we get Я to the думаю, new что мы earth. даже себе не представляем, что для нас Бог приготовил. Eye has not seen, ear has not Глаз heard. не видел и ухо не Let your слышал. imagination run wild. Пусть ваше воображение хорошо Imagine what it's going to работает. be like. It's a real place. Представляйте себе, на что это будет похоже. И помните, This old earth of misery, suffering, and sin is going to be gone. что эта земля со всеми его страданиями и болезнями, она скоро пройдет. And we long for that day when Jesus is coming soon. И мы ждем тот день, когда Иисус скоро вернется. We want to thank you again for watching. Спасибо, что вы смотрели sharing. нас, были с нами.